Обри и Грей, работает в Кембридже и известен своими смелыми гипотезами в области науки, пытающейся продлить жизнь человека. Обри и Грей основал и координирует работу крупнейшей международной программы СТЭМ, которая объединяет лучшие исследовательские умы во всем мире, ученых, которые работают в области изучения механизмов старения и поиска методов радикального продления жизни. Кроме того, господин Грей организовал один из основателей знаменитого фонда Московского, который изучает премии за самую долго живущую мысль. Одним словом, господин Грей не только генератор самых неожиданных и смелых идей в области науки о продлении жизни, но также и успешный организатор науки. Благодаря его усилиям вот эти все международные исследования удается координировать, интенсифицировать и направлять в интересном для нас с вами направлении. Мне очень приятно, что в зале много молодежи, и что наше молодое поколение серьезно, вероятно, задумывается о продлении жизни. И это замечательно, потому что на самом деле те задачи и те фантастические идеи и гипотезы, которые возможно сегодня прозвучать, на самом деле реализовывать придется вам, дорогие наши молодые коллеги. Итак, пожалуй, я на этом закончу представление господина Грея и с удовольствием, уступая ему место, хочу сказать, что после лекции, которая будет проходить в режиме последовательного перевода, то есть говорит господин Грей, а затем Карина, наш переводчик, будет переводить. После этого вы сможете задать любые вопросы нашим гостям. Ну что, начинаем? Thank you very much. Thank you very much. Большое спасибо. And I would especially like to thank Michael Batin and Alex Zavaronkov and all of the other people who have so kindly organized this trip for me. И прежде всего позвольте поблагодарить Михаила Батина и Александра Жаворонкова и всех тех, кто любезно помог мне организовать мой приезд в Москву. This is the first time that I have ever visited Russia, and I am already enjoying it very much. Я всего лишь первый раз в России, но поверьте, я этим уже поистине наслаждаюсь. So, this is the title of my talk. I will talk about why it is important to defeat aging and also about how we can do it. Итак, здесь вы видите название моей лекции, моего выступления. Я буду говорить о том, как побороть старение. Буду говорить о том, какие стратегии в этом использовать и зачем это нужно. Most of what I will talk about today is this part, the how we can do it. I will just say a little bit about why we should do it, though, of course, I am happy to answer any questions you may have about that at the end of the talk. Основной акцент в своем выступлении я буду делать на том, как побороть старение, а не на том, почему это нужно. На этом я остановлюсь буквально вкратце, но я с радостью отвечу на любые ваши вопросы по окончании выступления более подробно. So, here are my remarks about why we should do it. Итак, вот мои замечания, мои соображения о том, почему нам надо бороться со старением. And the reason that I must say something about that is because some people think, in fact many people think, that defeating aging would not be a good idea. Почему я хочу на этом отдельно остановиться? Потому что некоторые, а можно сказать, что и многие считают, что бороться со старением не самая лучшая идея. But if we consider the reasons why people think that it would not be a good idea, they are not very good reasons. Но если посмотреть на те причины, почему люди считают, что бороться со старением не надо или не стоит, то на самом деле эти причины не самые, как сказать, обоснованные. For example, some people are afraid to become optimistic that aging will be defeated in time to stop them from getting diseased when they get old, and to be disappointed if progress is too slow. Первая причина – это то, что некоторые люди, они просто боятся быть чересчур оптимистичными в этом плане, они боятся, что наука не успеет изобрести новые методы омоложения и предотвращения старения до того момента, когда у них в организме начнут накапливаться повреждения, которые приведут к необратимому старению.
But this is a very illogical reason not to try to defeat aging, because if we never try, then we will never succeed. Но логики в этом и нету. Нету логики в том, чтобы не пытаться бороться со старением, потому что если не пытаться чего-то делать, то нам никогда не удастся этого сделать. Some other people say that we should not try to defeat aging because it is in some way against the will of God. Есть также люди, которые считают, что мы не должны бороться со старением, потому что это идет вразрез с волей Божьей. But in fact, it is easy to see that it would be against the will of God not to try to defeat aging. Хотя на самом деле, на мой взгляд, очень просто понять, что не пытаться бороться со старением, именно это было против воли Божьей. Because aging causes a great deal of suffering and it kills people. And in Holy Scriptures, it is very clear that we are supposed to try to stop those things from happening. Поскольку старение, оно вызывает болезни, болезни вызывают страдания, страдания приводят к смерти. А в Священных Писаниях везде написано, что мы должны делать все, что можем для того, чтобы прекратить человеческие страдания. Many people make this mistake because when I say I want to defeat aging, they hear that I want to defeat death. Многие делают эту ошибку, потому что им кажется, что когда я говорю, что я хочу бороться со старением, они это воспринимают как мое желание победить смерть. But aging is only one cause of death. Но старение это всего лишь одна из причин смерти. If God wants you to die, you will die, however healthy you are. Потому что если Богу угодно, чтобы вы умерли, вы умрете, какими бы вы здоровыми на этот момент не были. And what I am working on is just stopping people from getting sick when they get old. Я работаю над тем, чтобы просто прекратить то, чтобы, то есть над тем, чтобы когда люди стареют, чтобы они не заболевали. So this is all you need to know about why it's worthwhile. Aging is bad for you. То есть это все, что вам нужно знать для того, чтобы понять, что бороться со старением есть смысл. Потому что старение, оно для вас вредно, оно плохо. Here is another way of saying it. This is more enjoyable than this. And I wouldn't want to stop people from becoming like this. И еще один уже иллюстративный пример на тему о том, почему я хочу предотвратить старение. Потому что фотография слева показывает то, что мы можем и, соответственно, должны пытаться наслаждаться этой жизнью. А фотография справа, она показывает уже тот период жизни, когда жизнь уже для многих не в радости. So, for the rest of the talk, I will discuss how we may be able to defeat aging fairly soon. В остальной части моей презентации я постараюсь изложить вам мои мысли о том, как мы можем побороть старение, причем в достаточно обозримом будущем. I will divide my talk into these 6 components. Мое выступление будет состоять из 6 основных частей. First of all, I am going to talk about the basic top-level description of what the problem of aging is and how we might solve it. Прежде всего, я в общих чертах опишу саму проблему старения, в чем она заключается и каковы вероятные пути ее решения. And I will explain why I think that one of the possible ways to solve aging is much more realistic than the others. И я объясню, почему одна из стратегий борьбы со старением более реалистична, чем другие. So, first of all, what is aging? How can we describe the problem of aging? Прежде всего, что такое старение само по себе? То есть, как можно описать эту проблему? This is the way that I like to describe it, in 2 parts. Обычно я это описываю 2 частями. We know that aging is a side effect of being alive. Мы знаем, что старение – это побочное явление самой жизни. We are less healthy when we become older because there has been an accumulation of problems in the body throughout life.
Мы в более старом возрасте теряем здоровье, потому что в течение всей нашей жизни в нашем организме происходило накопление определенных повреждений. But some of the causes of aging happen even from before we are born. Но некоторые из причин старения на самом деле уже заложены в нас до нашего рождения. And they are harmless until late in life. И эти причины, они остаются безвредными до достаточно позднего периода нашей жизни. So, for this talk, I am going to use the word damage in this very specific way. Поэтому в моем выступлении я буду использовать слово damage, то есть повреждение в этом конкретном контексте. Damage is the set of intermediates between the processes involved in normal life and the processes involved in diseases and ill health at the end of life. Повреждение можно обозначить как промежуточный продукт или промежуточную стадию между процессами, которые происходят в нашем организме в естественной жизни, и процессами, которые можно описать как болезнь организма. So damage is created by normal living processes throughout the whole of our life. То есть в течение всей нашей жизни вполне естественным образом наш организм накапливает определенные повреждения. And it accumulates so that we have more and more damage as we get older. Повреждения накапливаются, то есть с возрастом их становится все больше и больше в нашем организме. And eventually there is so much damage that the normal processes of life do not work so well anymore. И в результате получается, что в организме накопилось столь много повреждений, что нормальные жизненные процессы уже не функционируют как следует. And that's when we start to see the ill health of old age, which I am calling pathology. И там мы как раз начинаем видеть и ощущать то состояние в старости, которое иначе как болезнью и плохим самочувствием не назовешь. What does this mean for possibilities, ways that we might slow down or postpone the process of aging? Что это означает в контексте поиска стратегий для предотвращения или замедления старения? Historically, two major strategies have been considered. Исторически рассматривались две основные стратегии. And I am going to call them the gerontology approach and the geriatrics approach. Я их назову подходами геронтологическим и гериатрическим. In the geriatrics approach, we try to slow down the rate at which damage causes pathology. В гериатрике мы работаем над тем, чтобы замедлить процесс превращения повреждений в патологию. And in the gerontology approach, we try to slow down the rate at which metabolism creates damage in the first place. В геронтологическом подходе мы стараемся замедлить процесс влияния метаболизма на вызывание различных повреждений. But neither of these approaches is likely to work anytime soon. Но в ближайшем обозримом будущем ни один из этих подходов работать не будет. The big problem with the geriatrics approach is familiar to all of you. Here it is. И всем вам известна основная проблема подхода гериатрии. Вот она. Aging is really horrible. Lots of things go wrong with the body all at the same time. Старение – это действительно жуткая вещь, потому что одновременно в организме происходит очень большое количество неблагоприятных изменений. And even worse than that, aging becomes more difficult to combat as people get older. И хуже того, со старением бороться тем сложнее, чем старше становится человек. That's because the damage which causes all of these pathologies is continuing to accumulate. Становится бороться сложнее со старением по той причине, что те повреждения, которые накапливаются в организме, они же накапливаются, и с каждым годом их становится больше, и бороться с ними сложнее. So the geriatrics approach is better than nothing, but only a little bit better. Что ж, подход гериатров, он, конечно, лучше, чем ничего, но именно в этом контексте. And even worse,
it can never be much better than nothing because of the accumulation of damage, which we cannot stop using that approach. Но поскольку этот подход, он нам не помогает предотвратить процесс накопления повреждений в организме, поэтому, конечно, этот подход лучше, чем никакой, но не более того. So, what about the gerontology approach? Well, unfortunately, it's just as unpromising. Что же нам обещает геронтологический подход? К сожалению, он такой же малоперспективный. Here's why. Вот почему. Metabolism is really, really complicated. Процесс метаболизма очень сложный, на самом деле. This is a simplified diagram of a small part of what we know about how the body works. Здесь упрощенная диаграмма очень маленькой толики того, толики описания процесса работы человеческого организма в целом. And that's bad enough, but even worse, all biologists agree that we don't know very much about how the body works. Но хуже того, все биологи соглашаются в том, что мы очень мало знаем о том, как на самом деле функционирует человеческое тело. The amount that we do not yet know is much bigger than the amount that we do know. И нам известно намного меньше, чем то, что нам пока еще неизвестно. So, if we try to clean up metabolism, to make it cleaner, if we try to make metabolism create less of this damage, Поэтому если мы будем работать над тем, чтобы метаболизм, то есть обмен веществ, приносил человеческому организму меньше повреждений, then we will almost certainly do more harm than good. то мы, скорее всего, этим сделаем еще хуже. Because maybe we will have the effect that we wanted to have, С одной стороны, может быть, это даст нам тот результат, который мы хотим получить, but we will usually also have effects that we did not anticipate. но при этом обычно в таком случае получаются также результаты, которые мы совсем не ожидали. Some of my colleagues wrote a paper a few years ago trying to communicate this problem to non-scientists. Некоторые из моих коллег несколько лет назад написали специальный научный труд, в котором постарались изложить эту проблему людям ненаучного сообщества. And they wrote a paper called If Humans Were Built to Last. Они написали труд, который называется «Если бы люди были созданы для того, чтобы жить вечно или долго». And it was very pessimistic. Там все написано в достаточно пессимистических тонах. It said, well, we would live longer in a healthy state if the body were designed differently. Там говорится, что если бы тело человека было бы построено иначе, то мы могли бы долго жить в добром здравии. But the body is not designed differently. We have the bodies we have, therefore it's all hopeless. We will never be able to do very much about aging. Но поскольку наше тело, оно такое, какое оно есть, и его так просто не переделаешь, то все наши попытки пытаться жить долго в добром здравии не имеют смысла. So, why do I disagree with their conclusion? Почему я не согласен с выводом этих ученых? In order to explain why, I am going to talk for a moment or two about cars. Для того, чтобы объяснить почему, я пару минут буду говорить на несколько отвлеченную тему, на примере машин. I'm going to do that because the human body is a machine, a really complicated machine, but it's still a machine. Почему я возьму в пример машины? Потому что человеческое тело – это тоже машина. Конечно, куда более сложная, но все равно машина. So, if we want to have ideas about how to extend the healthy longevity of the human body, Поэтому, если мы хотим понять, каким образом нам продлить здоровое существование человеческого организма, maybe we can discover some ideas by looking at the ways in which we already know how to extend the longevity of simple machines, like cars. то, может быть, в этом случае есть смысл посмотреть на стратегии продления жизни на примере машин, поскольку они существуют. So, here is a car
that was built to last. Вот машина, которая построена на веке. It is more than 50 years old, and that's because it was made of strong metal and strong tires and so on. Этой машине уже более 50 лет, но она выглядит почти как новенькая, потому что у нее очень хорошие прочные шины, прочный каркас. But there are other types of car that are also able to last as long as 50 years. Но есть и другие виды машин, которые тоже могут просуществовать 50 лет. Even though they were not built to last 50 years. Даже если с конструкционной точки зрения они совсем не рассчитаны на 50 лет службы. VW Bugs, Volkswagen Beetles, are an example of a car like that. Хороший пример такой машины, которая не создана для личной езды, это букашка Volkswagen. This car was built in the same year as the car on the previous slide, and it's still working just as well as when it was built. Эта машина, она была произведена в тот же год, что и машина на предыдущей фотографии, и вы видите, что она тоже выглядит почти как новенькая. And that's not because it was built to last. И это не из-за того, что она была создана для того, чтобы работать так долго. It's because its owners have taken really good care of it and done enough maintenance on it to make it not fall apart. Это все благодаря заботе владельцев этого автомобиля, которые заботились о нем, занимались техобслуживанием, ремонтом, делали все, чтобы она не развалилась на запчасти. So this shows us that there is a third way to combat aging. Это показывает нам, что существует еще третья стратегия, третья возможность предотвращения старения. And that way involves repair and maintenance. Это ремонт и техобслуживание, говоря языком машин. We can see it this way. Как это можно представить? We can call this approach the engineering approach to combating aging. Можно назвать инженерным подходом по предотвращению старения. In the engineering approach, we do not try to interfere in the process where metabolism creates damage. В этом подходе, в инженерном подходе, мы не пытаемся вмешаться в процесс, в котором метаболизм вызывает повреждение организма. And also, we do not try to interfere in the other process where damage creates pathology. Мы также не пытаемся вмешиваться во вторую часть этой цепочки, там, где повреждения, накопившиеся в организме, вызывают патологию. What we do is, we interfere in the damage itself. Мы делаем другое, мы вмешиваемся в само повреждение. We try to take away some of the damage that is created by metabolism. Мы пытаемся убрать некоторые повреждения, которые вызваны обменом веществ, so that the amount of damage does not reach the level that would cause pathology. Мы это делаем для того, чтобы сумма всех повреждений в организме не достигла критической точки, когда это вызвало бы патологию. And this approach is much more promising than either of the other approaches. И эта стратегия намного более многообещающая, чем другие. Because it avoids the problems that I have told you about. Потому что в ней нет тех пробелов, о которых я вам говорил. First of all, it avoids the big problem of the geriatrics approach. Прежде всего, там нету основной проблемы подхода гериатров. You remember that the big problem is that the geriatrics approach becomes more and more difficult as someone gets older because damage is continuing to accumulate. Вы помните, что основная проблема там заключалась в том, что этот подход малодейственный, потому что чем больше в организме с возрастом накапливается повреждений, тем сложнее предотвратить или обратить вспять старение. But damage is being defined here as the lifelong consequences of metabolism. Но здесь определение повреждений дается как накопление последствий метаболизма в течение всей жизни человека. So it does not get harder as the person gets older. То есть это не становится сложнее с возрастом. Secondly, the engineering approach avoids the big problem of the gerontology approach. Во-вторых, инженерный подход, он позволяет избегать
ошибки или большой проблемы в подходе геронтологии. That's because in the engineering approach, we do not try to slow down the creation of damage. Потому что в инженерном подходе мы не стараемся замедлить образование повреждений в организме. We let metabolism create damage at the rate that it naturally creates it. Мы позволяем обмену веществ генерировать повреждения человеческого организма с естественной скоростью накопления этих повреждений. And since we are not trying to slow that process down, we do not need to understand metabolism particularly well. И поскольку мы не пытаемся воздействовать на этот процесс, мы не пытаемся замедлить обмен веществ, поэтому нам нет необходимости очень детально знать весь механизм обмена веществ. In the engineering approach, the targets of our intervention are harmless until late in life. Потому что в инженерном подходе те цели, те предметы, на которые мы хотим воздействовать, они материализуются уже на более поздних стадиях жизни. Damage is not a component of metabolism, it is just a byproduct of metabolism. Потому что повреждение не является частью процесса обмена веществ, это является как бы побочным продуктом обмена веществ. So we have a much better chance of intervening in damage without having side effects that we did not expect. Поэтому у нас куда больше шансов воздействовать на повреждение, при этом не генерируя большого количества побочных явлений. So that's why I think that the engineering approach can probably achieve a large extension of the healthy human lifespan fairly soon, in maybe 20 or 30 years from now. Поэтому я лично считаю, что такой инженерный подход может помочь нам продлить здоровую жизнь человека достаточно обозримом будущем. Я имею в виду где-то лет через 20-30. That's the first piece of good news. Now for the second one. Первая хорошая новость, а сейчас вторая. I have told you one reason why the engineering approach is so promising. Я изложил вам одну причину того, почему инженерный подход такой перспективный. Here's a second reason. А вот вторая причина. Damage is much simpler than metabolism or pathology. Повреждение само по себе намного проще, чем патология или чем обмен веществ. All of the biological processes, the biological phenomena that qualify as damage by the definition I'm using, И все биологические процессы, которые подпадают и подходят под определение повреждений, которые я использую в контексте моего выступления, they all fall into one of these 7 categories. их всех можно разделить на эти 7 категорий. So, for example, the first category here is the accumulation of indigestible molecules inside the cell. Первое – это внутриклеточный мусор, то есть это накопление непереваримых молекул внутри клеток. These are molecules that are created by metabolism, Эти молекулы, они производятся в процессе обмена веществ, but then they are not destroyed and they are not excreted either. но при этом они не разрушаются и не выводятся из организма. So they just pile up, they accumulate inside the cell. То есть они просто накапливаются где-то в клетке. Another example, the third one here, when cells die, sometimes they are not automatically replaced by the division of other cells. Еще один пример, который здесь значится под номером 3, это когда умирают клетки, и они автоматически, то есть на их место автоматически не появляются новые клетки методом деления клеток. Now, I have 2 reasons for believing that this list here is a complete list. И у меня есть 2 причины считать, что этот список является исчерпывающим. And that there is no intermediate between metabolism and pathology that does not fit into this list. И я уверен в том, что между метаболизмом и патологией нет ничего другого, что нельзя классифицировать в одну из этих 7 категорий. The first reason is a biological one. Первая причина биологическая. We can say that damage can only accumulate in long-lived structures.
Мы можем сказать, что повреждения накапливаются только в тех структурах, которые уже прожили определенное количество лет. So then we can ask, well, what structures in the body are long-lived? Тогда мы можем задать себе разумный вопрос, а какие структуры в нашем организме являются структурами долгожительными? And for example, inside cells, there's only DNA and indigestible molecules. А что у нас есть в клетках? В клетках у нас есть только ДНК и эти неперевариваемые частицы. And so by that sort of reasoning, we can come up with this list. И именно таким образом, размышляя таким образом, мы можем составить вот этот список 7 смертельных причин, скажем так. The second reason is not biological, but it's also very convincing. Вторая причина не биологическая, но также очень достоверная, очень убедительная. Here it is. We have had the same list for more than a quarter of a century. Причина простая. Уже более чем четверть века этот список остается неизменным. And of course, we are much better at biology now than we were in 1982. При этом вы прекрасно понимаете, что по сравнению с 1982 годом биология ушла вперед семимильными шагами. So if there were other types of damage in addition to these 7 categories, Поэтому если бы ученые за эти 25 лет открыли бы новые виды повреждений человеческого организма, мы бы об этом, наверное, знали. then we should have discovered some of them in the last quarter century. И, по крайней мере, за последние 25 лет они были бы открыты и обнародованы. Now for the third piece of really good news. А теперь третья хорошая новость. I think we have a good idea of how to fix all of these 7 types of damage. Мне кажется, у нас есть достаточно хорошее представление о том, как поправить, как ремонтировать, скажем так, эти 7 основных повреждений, приводящих к старению. On the left-hand side is the same list as you saw before. Слева в этой таблице вы видите тот же список, что вы и видели и раньше. And on the right-hand side are ways in which we could repair or make harmless each of these types of damage. Справа, против каждой из этих причин, мы видим стратегии и методы восстановления этих повреждений или их полного устранения. Some of these approaches, such as cell therapy, are already nearly working for humans in the clinic. Кстати, некоторые из этих подходов, они уже существуют и применяются на практике в клиниках, такие как, например, клеточная терапия. Some of the others are much harder, but they are probably only about 20 years away. Другие стратегии, другие методики, они пока еще на данный момент не применяются в практике, но я думаю, не более 20 лет пройдет до того момента, когда они будут использоваться так же, как клеточная терапия сегодня. And that's because they are probably less than 10 years away from being made to work in the laboratory. А это значит, что если мы сможем ими воспользоваться лет через 20, это значит, что в лабораторных условиях эти методы будут разработаны и опробованы уже лет через 10. When I say in the laboratory, I generally mean in mice or other simple organisms that we can manipulate in the laboratory. Когда я говорю об испытании методики в лабораторных условиях, я имею в виду лабораторных мышей или других простейших животных или организмов, которыми мы можем манипулировать. We can be confident that it's going to take only 10 years to do that. И мы можем достоверно верить тому, что на эти разработки уйдет лет 10 всего лишь. Почему? Because we already know a great deal of detail about exactly how we could do it. Потому что нам уже известно очень много подробностей того, как можно побороть эти причины. I and many other scientists have published a lot of experimental data that shows how close we are to developing these technologies. Я сам, да и многие другие ученые уже опубликовали большое количество научных трудов, где показано, насколько близки мы к полной разработке и доработке этих технологий. Now, it is important to know that a lot of that experimental data
comes from areas of biology other than the biology of aging. Кроме того, очень важно знать, что многие из этих данных, которые опубликованы, которые подтверждают мою уверенность в этом, они взяты не из биологии, не из науки о продлении жизни, а из других смежных областей. And for that reason, many people who study the biology of aging are not aware of all of this experimental data. И очень часто именно по этой причине, поскольку эти данные экспериментальные взяты из других наук, биологи, которые работают над проблемами старения, не всегда знакомы с этими данными. And of course, that means that many scientists who study the biology of aging are much more pessimistic about whether we can actually do anything about aging. Это также, соответственно, означает, что многие ученые, биологи, которые работают над проблемами старения, на самом деле более пессимистичны, чем они были бы, зная они все эти данные. So one of the most important things that I do is to make the biology of aging bigger. Поэтому одна из важнейших целей моей работы – это расширить пространство, что ли, расширить границы биологии старения. To bring some biologists into the area of the biology of aging when they did not previously understand that their work was relevant to the biology of aging. И я пытаюсь привлечь в нашу работу, в работу над биологией предотвращения старения тех биологов, которые ранее не подозревали, что в принципе они работают над проблемами старения. Now, I do not think that these therapies will completely defeat aging. Я не говорю и не считаю, что эти терапии полностью предотвратят старение. But they will be a very good start. I think that they will probably be able to give about 30 years of extra healthy life. Но, по крайней мере, эти методики будут прекрасным началом, и на начальном этапе они смогут продлить жизнь минимум на 30 лет. 30 лет здоровой жизни, я имею в виду. Now I'm going to talk in a little bit more detail about one of the 7 therapies. А сейчас более подробно я расскажу вам об одной из этих 7 методик терапии. I'm going to do that so that you can see that we do have a lot of detailed knowledge about how to develop these therapies. Я хочу подробно об этом рассказать для того, чтобы вы убедились в том, что у нас действительно большое количество детальной информации и данных о том, как работает эта терапия. I'm going to look at this one here, intracellular junk. That means molecules that accumulate inside the cell. Итак, буду говорить о том, как нам победить одну из причин старения – это внешклеточный мусор. То есть это те молекулы, которые образовываются, но не выводятся из организма и болтаются буквально где-то в межклеточном пространстве. Внутриклеточные, да, я извиняюсь. The technology that we are using to combat this problem is a technology that was originally developed for environmental decontamination. Технология, которую мы здесь используем, она была изначально разработана для очистки окружающей среды. And the people who developed this technology never realized that it could be used for medical purposes. И те, кто разрабатывал эту технологию изначально, и не представляли, что ее можно использовать в медицине. But I realized that it could. А я понял, что ее можно использовать. So, bioremediation is the use of bacteria to get rid of pollutants in the environment. Биоремедиация – это использование бактерий для того, чтобы избавиться от загрязняющих веществ в окружающей среде. Most pollutants can be destroyed by some bacteria. Большинство загрязняющих веществ поддаются уничтожению с помощью определенных бактерий. So in bioremediation, we try to find bacteria that can destroy some particular chemical that we want to get rid of. Поэтому при биоремедиации мы стараемся выявить определенные бактерии, которые могут разрушить химические вещества, химические соединения, от которых нам нужно избавиться.
And the best way to find those bacteria is to look in the environment that we want to clean up. И самый лучший способ поиска этих бактерий именно в том окружении, которое нам нужно очистить. Because the process of evolution will have created bacteria that can do this in order to survive. Потому что наверняка в процессе эволюции появились на свет те бактерии, которые могут выжить. When we find those bacteria, we grow them in the laboratory. Когда мы находим такие бактерии, мы их выращиваем в лаборатории. And then we put them back into the environment in larger numbers than before. Потом мы их выпускаем, скажем так, обратно в их естественную среду, но уже в куда большем количестве. And that way we can get rid of the pollutant. И таким образом мы можем избавиться от загрязнителей. So I realized that there are some places in the world which have a lot of human remains. Я понял, что в мире есть много мест, где много человеческих останков. And that means they have a lot of the chemicals that accumulate inside cells and cause some of the diseases of old age. Поэтому я предположил, что в клетках разлагающихся тел есть много бактерий, есть много тех химических веществ, которые вызвали старение и смерть. Those environments are graveyards. Где это можно найти? Конечно, я говорю о кладбище. And graveyards do not accumulate these chemicals that we want to get rid of in the human body. На кладбищах не накапливаются те химические вещества, от которых мы хотим избавиться, которые мы хотим вывести из человеческого организма. So there probably are bacteria in graveyards that can break these things down. Это значит, что, наверное, на кладбищах существуют, то есть живут какие-то бактерии, которые разлагают эти химические вещества. And it should be possible to identify the genes in those bacteria which allow them to break these chemicals down. Это значит, что наверняка существует возможность вычленить гены в этих бактериях, которые позволяют им расщеплять и удалять эти вредные химические вещества. If we can do that, then we can probably transfer those genes into our own cells. Если нам удастся вычленить эти бактерии и эти гены, то, возможно, нам удастся перенести эту технику на нас самих, на наши человеческие клетки. And if we do that, then this material will no longer accumulate in our cells during life. И если нам удастся это сделать, если нам удастся перенести такие гены в наши клетки, то в наших клетках, в нашем организме уже не будут накапливаться эти вредные вещества в течение всей нашей жизни. So this is a very ambitious idea, but it will probably work. Идея, конечно, очень амбициозная, я согласен, но я думаю, что она сработает. Here is an example of an experiment done in one of the laboratories that my foundation is supporting. Здесь показаны данные одного эксперимента, который проводился в одной из лабораторий, который работает при поддержке моего фонда. This chemical here, 7-ketocholesterol, is the main cause of cardiovascular disease. 7-кетохолестерин – это основная причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. And in this experiment, we gave 7-ketocholesterol to several different types of bacteria. В этом эксперименте мы нескольким разным видам бактерий прививали, то есть давали вот этот 7-кетохолестерин. Most of the bacteria could not eat the 7-ketocholesterol, so nothing happened during the experiment. Большинство из бактерий не могли переварить, то есть съесть этот 7-кетохолестерин. Соответственно, эксперимент не получился с этими бактериями. But two of the bacterial strains were very able to eat this stuff, so it went away. Бактерии, тем не менее, справились с этой задачей, то есть они побороли 7-кетохолестерин. This research is going well. We are publishing it in academic journals. Это исследование, оно было очень успешным, мы об этом сделали много публикаций в академической прессе.
There are many more things to do before we can start to save lives using this approach. Но до того, как мы сможем спасать жизни, используя этот подход, еще следует проделать очень большую работу. At the moment, we have only reached stage 2. На данный момент мы достигли только второго уровня, то есть находимся на втором этапе этой работы. But when this works, it will be much, much more effective in treating these diseases than anything we have at the moment. Но когда этот подход заработает, поверьте, он будет намного эффективнее, чем те методы борьбы с этими болезнями, которые существуют на данный момент. And the diseases that are caused by this problem are among the most important diseases of old age. А вы знаете, что болезни, вызванные этой проблемой, являются одними из самых страшных в преклонном возрасте. I already mentioned cardiovascular disease, which causes heart attacks and strokes, the number one killer in the developed world. Я уже говорил о сердечно-сосудистых заболеваниях, инфаркты, инсульты. Это первая причина смерти в мире. But this problem is also very important in neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's. Но эта проблема также важна, когда мы говорим о нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. And it also causes blindness in the elderly, macular degeneration. Кроме того, эта болезнь приводит к слепоте в пожилом возрасте. So if we can make these therapies work, we will be able to avoid a great deal of suffering and disease in old age. Поэтому, если нам удалось бы полностью применить этот подход, мы могли бы избавиться от очень больших, от основных проблем, которые возникают в процессе старения. Okay, now I am going to talk about what will happen in the more distant future. А сейчас я хочу поговорить о том, что произойдет в несколько более отдаленном будущем. So far, I have only said that I think I know how we could extend human life, human healthy life, by about 30 years. До сих пор я говорил о том, как мы могли бы продлить здоровую жизнь человека приблизительно на 30 лет. But some of you probably know that I claim that we can actually extend life much more than that, probably indefinitely. Но некоторые из вас, возможно, знают, что я утверждаю, что мы можем продлить человеческую жизнь намного дольше, может быть, на бесконечное количество лет. So here's why. There is a third reason why the engineering approach is so promising. И вот почему, вот это та третья причина, которая показывает, почему инженерный подход такой перспективный. This is it. Repairing damage, which is what the engineering approach is, buys time. Инженерный подход означает, что мы работаем с повреждениями в организме. Мы их устраняем. Это дает нам выиграть время. I'm going to explain what I mean by that using this diagram. Я объясню, что я имею в виду под этим с помощью этой диаграммы. The red line on this diagram represents normal aging. Красная линия, она показывает процесс естественного старения. This word reserve means the opposite of damage. Запас – это противоположность повреждению. So the amount of reserve you have is the amount of additional damage that you can afford to get before pathology starts to happen. Что означает этот запас? Этот запас означает то количество дополнительных повреждений, которые могут накапливаться в вашем организме до того предела, который уже вызовет патологию. So during life, you start off with not much damage, a lot of reserve, and you lose reserve, you gain damage, and eventually you get pathology. В течение жизни, то есть вы начинаете жизнь с очень небольшого количества повреждений, соответственно, резервы высоки, потом происходит снижение резервов, накопление повреждений и так далее. Okay, so the pink line, this one, represents what I have told you so far. То, о чем я вам до сих пор говорила, показано здесь этой сиреневой кривой. With the therapies that I have described,
we should be able to take someone who is maybe 60 years old, here, С теми терапиями, которые я вам описывала, мы могли бы взять человека в возрасте, скажем, 60 лет, это показано здесь вот в этой точке. and we should be able to repair some of the damage that that person has accumulated. И мы должны были бы быть в состоянии починить, скажем так, некоторые из тех повреждений, которые накопились в теле этого человека на момент. So that will reduce the amount of damage and increase the amount of reserve up to here. Таким образом, нам удалось бы сократить количество повреждений, соответственно, повысить резервы человеческого организма. After that, the person will continue to create more damage, just as before, like this. После этого в теле этого человека будут продолжаться накапливаться новые повреждения, то есть пойдет кривая тем же образом, как и раньше, вверх. But then we can apply these therapies another time and another time, like this. Но нам ничего не мешает применять эту терапию на этом человеке еще не один раз, как это здесь показано. But that doesn't work forever. Естественно, это не вечно, то есть терапии, они не могут обеспечить таким образом вечную жизнь. As you can see, each time that we apply the therapy, it has less and less benefit. Потому что вы видите из этих подъемов и спадов, что каждый раз, когда мы применяем на человеке эту терапию, она дает все менее заметный, менее эффективный результат. That's because there are some types of damage that the therapy does not properly work on. Потому что существуют определенные повреждения, на которые эта терапия сильного воздействия оказать не может. And those types of damage, which are here, continue to accumulate, and eventually they are enough on their own to make the person have pathology. И эти повреждения, которые не устраняются так просто с помощью этой терапии, они продолжают накапливаться, и в какой-то момент они достигают той точки, после которой они превращаются уже в патологию. That's why I think that the therapies we can probably develop within the next 25 or 30 years will only give about 30 additional years of healthy life. Именно поэтому я считаю, что те терапии, которые мы можем разработать в ближайшие 25-30 лет, позволят нам продлить здоровую жизнь человека лет на 30 всего лишь. But that is over-pessimistic. Но это слишком пессимистичный подход. Because there is a long time between this point and this point. Потому что между этими точками во времени очень большой временной разрыв. The first time and the second time that this person receives the therapy. Maybe 20 years. Потому что временной интервал между первой терапией и второй терапией у этого человека может быть 20 лет. And 20 years is a long time in technology. А 20 лет, вы знаете, за 20 лет технологии и наука может уйти очень далеко вперед. So it is much more realistic to expect that the second therapy which this person receives will be more comprehensive than the first therapy. Поэтому вполне разумно предполагать, что вторая терапия, которую получит этот человек через 20 лет, будет куда более эффективной и усовершенствованной, чем та первая, которую он получил. That's what this line represents. Именно это показано здесь вот этой линией. In the second therapy, the person can get rid of the same types of damage that were removed by the first therapy. При второй терапии человек сможет избавиться от тех же видов повреждений, что и при первой терапии. But additionally, the therapy will remove some of the damage that could not be removed by the first therapy. Но вторая, более эффективная терапия сможет устранить те повреждения, с которыми первая терапия не справилась. And as you can see, in the long term, the effect of this is completely different from the pink line. И если посмотреть на это в дальней перспективе, то эффективность будет несколько другой, совсем другой, чем та, которая показана сиреневой кривой. The therapy works just as well every time. Терапия, она ведь эффективна каждый раз. And the person can stay healthy and not become frail however long they live. И таким образом человек сможет
сохранить свое здоровье и предотвратить дряхлость так долго, как человек будет жить. Even though the therapies are never perfect, Да, при том, что терапии, они не могут быть на 100% совершенными. the effect of the therapies on the health of people who are receiving them is the same as if the therapies were perfect right from the beginning. Но их эффективность при работе с человеческим организмом такая же, как если бы они были эффективными с самого начала. So all we need to do to postpone aging indefinitely Поэтому все, что нам нужно сделать для того, чтобы неограниченно отодвинуть, то есть отсрочить старение, следующее. is to improve the comprehensiveness of these rejuvenation therapies Нам нужно повысить эффективность и охват этих терапий омоложения. rapidly enough that the long-term trend of this line is upwards and not downwards. И это надо делать достаточно быстро, чтобы долгосрочное направление этих кривых не ушла в ту точку невозврата, после которой обратить вспять старение уже невозможно. I have given a name to the necessary rate of improvement of these technologies. И необходимая скорость усовершенствования этих технологий, я ее назвал по-своему. I call it longevity escape velocity Я ее назвал скоростью убегания от старения. because it is rather like the gravitational escape velocity concept. Потому что эта концепция, она очень близка к концепции скорости гравитации. То есть это как вторая космическая скорость получается. There is a certain speed at which you must launch a rocket or a projectile in order that it will never come down to Earth again. Потому что есть определенная скорость, с которой вы должны запустить ракету или какой-то объект для того, чтобы он запустить на орбиту так, чтобы он не упал обратно на Землю. Okay, so the big question we must ask is, can we in fact improve these technologies fast enough? Поэтому основной вопрос заключается в том, можем ли мы достаточно быстро усовершенствовать технологии омоложения. We cannot answer that question by looking at the biology of aging, Мы не можем ответить на этот вопрос, если будем рассматривать это только с точки зрения биологии старения. because we haven't tried to do it yet. Потому что мы этого пока еще просто не пытались сделать. But we can get some good idea about whether we should be able to do that Но тем не менее мы можем хотя бы понять, насколько мы сможем это сделать. by looking at the rate of progress in other technologies in the past. Для этого достаточно посмотреть на то, какими темпами развивался прогресс в других технологиях, в других отраслях науки в прошлые годы. Here is one example, powered flight. Здесь один пример – это полеты человека. It took a very long time to develop the first aeroplane. На разработку первой модели аэроплана, то есть самолета, ушло очень много лет. That's in just the same way that it is taking a very long time to develop these initial technologies that will give those first 30 years of life extension. По аналогии можно сказать, что на разработку прототипа первого самолета ушло примерно так же много времени, как и на разработку тех первых терапий омоложения и предотвращения старения, которые дали бы человеку эти первые дополнительные 30 лет здоровой жизни. But since that time, the rate of progress has been smooth and rapid. Но после этой даты самолетостроения прогресс пошел уже совершенно другими темпами, он прошел плавно и быстро. And you can see the same thing in many other technologies, such as computers or the combating of infectious diseases. И вы видите то же самое, прогресс науки и техники, это и компьютерные технологии, и борьба с инфекционными болезнями. In order to get some more evidence that we really can do this, I worked 2 years ago on a computer simulation of this process. Для того, чтобы получить больше данных о том, что это все нам постигнет, 2 года назад я работал над проектом с использованием компьютерного моделирования. And the simulation modeled the process of aging in the same way that I described at the beginning of the talk.
Таким образом, компьютер моделировал процесс старения, так как я его описал вам в своем выступлении. And it also modeled the introduction and improvement of rejuvenation therapies of the sort that I have described. Кроме того, компьютерная программа также смоделировала начало применения первых терапий омоложения и что будет дальше, когда эти терапии будут совершенствоваться. This is the result. Вот результаты, которые мы получили. The black line here is the survival curve of a population of human beings who are not receiving any rejuvenation therapies. Итак, черная кривая. Первая кривая, она нам показывает, это кривая выживаемости человека, который не получает никакой терапии, то есть умирает естественной смертью. So what this curve says is that people are born and not many of them die until the age of 50 or so. Что это нам показывает? Это нам показывает, что люди рождаются, и не очень многие из них умирают раньше 50 лет или около того. And after that they start to die more frequently, and most of them are dead by the age of 90 or so. Но с этого момента старение набирает темп, и тогда они начинают умирать более часто, и в среднем умирают где-то в возрасте, где-то в районе 90 лет. The blue line here is the survival curve for a population that start to receive rejuvenation therapies beginning at the age of 80. Следующая кривая, голубая, она нам показывает выживаемость тех людей, которые начинают получать первое поколение терапий в возрасте 80 лет. So about half of those people are already dead before the therapies are developed. Это значит, что примерно половина этих людей уже умрет к тому моменту, когда терапии будут разработаны. Which is why the blue line and the black line here are on top of each other, down to this point. Поэтому вы видите, что расположение, взаимное расположение этих двух кривых, голубой и черной. After that, the people who are getting the therapies have a better chance to live a little bit longer. Но после этого люди, которые начинают получать терапию омоложения, имеют все шансы прожить немножко дольше. But only a little bit longer because they are frail and diseased already by the time the therapies start. Но только немножко дольше, потому что к тому моменту, когда они начнут получать терапию, они будут уже достаточно дряхлыми и иметь достаточно большой букет болезней. But now, look at this line here, the grey line. А теперь посмотрите на серую кривую. That is the survival curve of a population that are just 10 years younger. Это кривая выживаемости людей, которые на 10 лет младше. In other words, they are aged 70 at the time that the therapies begin. То есть на момент начала терапии им 70 лет. At first, the situation is very much the same. Вначале вы видите, кривая идет более-менее по проторенной дорожке. Many of these people are dying at this place at only slightly older ages И than многие из этих людей умирают в несколько более старшем возрасте, чем если бы они не принимали терапию. people who did not get the therapy at all. Okay. But after that, because they are getting biologically younger, they have a better chance of survival. Но после этого, поскольку они благодаря терапии станут биологически моложе, у них больше шансов выжить дольше. And about 15% of them reach the age of 150. И приблизительно 50% из этих людей доживают до 150 лет. And if they get that far, then they will probably be able to avoid aging however long they live. И если им удастся дойти до этой точки возможно, невозврата, то вполне реально, что им удастся дальше жить неограниченно. Because their bodies will be in the same state as they were at the age of, let's say, 30. Потому что их тела будут практически в том же физическом состоянии, как если бы им было, скажем, лет 30. The brown line here is the corresponding survival curve for people who are aged 60 when the therapies arrive. Эта кривая показывает
которым на момент начала эффективной терапии 60 лет. Now, that's very good news, but I have some even better news now. Это хорошая новость, но есть еще одна получше. In this simulation, we were very, very pessimistic about the rate of progress of the technologies. В этом моделировании мы исходили из самого пессимистичного предположения насчет скорости разработки новых технологий. We made the assumption that the therapies would become twice as good only after a period of 42 years. Мы взяли за основу в этом моделировании предположение о том, что терапии станут в 2 раза эффективнее только через 42 года после начала первой терапии. Now, 42 years is the same interval between the first time anyone flew across the Atlantic and the development of the first supersonic airliner. Но 42 года – это именно тот временной интервал, который прошел с первого трансатлантического полета и разработки и выпуска в воздух первого сверхзвукового самолета. So you can see it's almost certain that the actual rate of progress will be at least twice as fast as this assumption here. То есть, по аналогии, я бы сказал, что более эффективные технологии появятся в 2 раза быстрее, чем мы здесь взяли за основу этот пессимистический сценарий, скажем так. That's why it is so clear to me that when we reach this initial point of adding 30 years to life, we will have done the hard part of defeating aging. Поэтому я считаю, что к тому моменту, когда мы сможем добавить человеку 30 лет здоровой жизни, то есть первый шаг, который мы должны совершить, на тот момент мы практически основную работу по предотвращению старения уже проделаем. Going back to cars for a moment, here is a car that is more than 100 years old. Опять о машинах. Здесь вы видите автомобиль, которому более 100 лет уже. And it is still working just as well as when it was built. Вы видите, что он еще рулит, причем не хуже, чем когда он вышел первый раз на дорогу. And it is receiving only the same amount of maintenance that it was receiving 30 years ago. Техобслуживание он требует ровно столько, сколько и 30 лет назад. In other words, longevity escape velocity for cars has already become effectively zero. То есть в машинах мы видим, что эта скорость убегания от старости, она уже существует у машин, например, и она стала равной нулю. What does this mean for how long people will live? Что это означает применительно к человеку и его долголетию? Well, currently the world record lifespan is 122 years. На данный момент самый старый долгожитель на Земле прожил 122 года. I don't know how long it's going to take for us to have someone live 150 years. Я не знаю, через сколько лет у нас появится кто-то, кто проживет 150 лет. But I think we have maybe a 50% chance of developing the necessary medicines within about 25 or 30 years from now. Но при этом я считаю, что в ближайшие 15-20 лет сегодняшнего дня у нас есть хотя бы 50% шансов того, что нам удастся к тому моменту разработать эффективные лекарства для того, чтобы люди жили до 150 лет. So it may be that the first person to live to 150 is already 60 years old. Поэтому вполне возможно, что тот первый счастливчик, которому удастся дожить до 150 лет, уже отметил свое 60-летие. A person like that would be an exceptionally healthy 60-year-old. Такой человек, он, конечно, в свои 60 лет должен отличаться исключительным здоровьем. So in 30 years from now, that person will be an exceptionally healthy 90-year-old. Это значит, что через 30 лет этот человек будет очень здоровым, но 90-летним человеком. And they have a respectable chance of being rejuvenated well enough to get them 30 years more life than they would otherwise have. И это значит, что у такого человека будут очень много шансов прожить более долгую, здоровую жизнь, причем с организмом, который будет достаточно омоложен для того, чтобы обеспечить такую жизнь.
But people who are even as little as 10 years younger than that Но если взять тех, кто всего лишь на 10 лет моложе, will never become nearly so frail as a 90-year-old or even an 80-year-old does today. они никогда не станут такими дряхлыми, какими дряхлыми мы видим сегодня некоторых 80- и 90-летних людей. And that's why they will be able to avoid aging indefinitely. Это значит, что им бесконечно удастся избежать старения. Now, if you are 30 years old today, your chance of dying before you become 31 years old is very small. Если вам сегодня, скажем, 30 лет, у вас очень мизерный шанс умереть до того, как вам исполнится 31 год. So if we calculate how long you would, on average, expect to live, if you kept that probability of death per year, however long you live, И поэтому, если мы постараемся оценить шансы умереть вот так вот год за годом, независимо от того, как долго вы проживете, then the answer is a very long time indeed, probably at least 1,000 years. то подсчет показывает, что вы можете прожить минимум 1000 лет. So this conclusion that I have given you is very shocking, very surprising maybe, but it is an inescapable conclusion from the logic that I have described to you today. Возможно, это вывод, который я вам хочу озвучить, он очень шокирующий, да, но он не самый шокирующий, может быть, из того, что я вам могу сказать. Sorry? Not all of them probably read English. Okay, so, I can read it out in English and have it translated. The first person to reach the age of 1,000 is probably less than 20 years younger than the first person to reach the age of 150. Утверждение, которое я называю таким экстравагантным, сумасшедшим, может быть, но при этом вполне возможно вероятным, это следующее. То, что первый человек, которому посчастливится дожить до 1000-летнего возраста, на данный момент, возможно, всего лишь на 20 лет младше того первого человека, который сможет дожить до 150 лет. However, I do want to repeat again that the purpose of this work is not to get people to live to 1,000. Но я хочу напомнить, что цель этой работы это не заключается в том, чтобы сделать так, чтобы человек жил до 1000 лет. The purpose of this work is to stop people from getting sick. Цель это предотвратить заболевания, которые связаны с старением. And the increase in longevity that will happen is a side effect of stopping people from getting sick. И побочным эффектом предотвращения этих заболеваний и будет продление долголетия, продление жизни человека. So, in the last part of my talk, just for 1 or 2 minutes, I will describe what my foundation does. И в последней части моего выступления, буквально несколько слов, я хочу сказать о том, чем занимается мой фонд Московского. The Methuselah Foundation has 2 activities. У нас есть два основных направления работы. First of all, we run a prize competition. Прежде всего, мы проводим конкурс с присуждением премии. It's very simple. We will give you money if you can break the longevity record for mice. Цель конкурса очень простая. Мы дадим вам премию, если вам удастся побить рекорд долголетия среди лабораторных мышей. And this prize has been very successful in getting people interested in longevity research. Вы знаете, эта премия, возможность ее получения привлекла в наши исследования очень многих. The second thing we do is that we directly support experimental research to create the therapies that I have described to you today. Второе, что мы делаем, это то, что мы напрямую финансируем и поддерживаем те исследования, которые направлены на устранение повреждений и продление жизни человека. Все, о чем я вам сегодня говорю. We are still only a small foundation with a budget of about $2 million. Фонд у нас при этом совсем небольшой, с годовым бюджетом где-то $2 миллиона.
But we hope that with the support of members of the public across the whole world, we can grow rapidly. Но мы считаем, что у нас есть все шансы вырасти в большой, успешный фонд с поддержкой всех заинтересованных в продлении жизни во всем мире. If we can find enough money to support all of the necessary research, Потому что если нам удастся найти достаточно денег для финансирования всех необходимых научных исследований, then I think that we will be able to develop all of these technologies in mice within less than 10 years from now. то я считаю, что менее чем через 10 лет у нас уже будут разработаны эти технологии применительно к лабораторным мышам. And the amount of money that this will take is actually quite small compared to how much money is spent by America, for example, on healthcare for the elderly. И на самом деле это деньги совсем незначительные по сравнению с теми суммами, которые тратятся, например, в здравоохранении того же США. So this will be a very efficient use of public health funding. То есть на самом деле в нашем фонде с нашими исследованиями использование общественных средств будет куда более эффективным, чем те деньги, которые тратятся на поддержку стариков. Now, the Methuselah Foundation is an American charity. Фонд Московского является благотворительным фондом в США. But we are creating and working with other organizations around the whole world. Но мы работаем с разными другими организациями во всем мире. Here in Russia, we are working closely with two important organizations. Здесь, в России, мы тесно сотрудничаем с двумя крупнейшими организациями. We are working with the Longevity Foundation, which is run by Michael Batin, my host today. Мы работаем с фондом долголетия под председательством Михаила Батина, который меня пригласил в Россию. And again, I want to thank Michael and his colleagues for arranging this talk and this visit. И хочу еще раз поблагодарить Михаила и его коллег за то, что он организовал мой приезд в Россию и это выступление перед вами. The Longevity Foundation is developing a detailed strategy for combating aging, starting from ideas such as what I have told you today, but incorporating many other concepts and detailed budgets and all of the other things that one must put in place in order to make it convincing. Фонд долголетия прежде всего работает над созданием стратегии предотвращения старения, то есть как побороть старение. При этом, естественно, идет разработка всех необходимых сопутствующих терапий, при этом представлены достаточно детальные бюджеты и повременная схема проведения этих работ. То есть делается абсолютно все, что необходимо для достижения тех целей, о которых я сегодня говорила. There is another organization here in Russia, the Institute for the Biology of Aging. В России есть еще одна организация, которая называется Институт биологии и старения. And it also has representatives here in the audience, such as Alexei Peregudov here. Среди вас есть здесь также представители этой организации, это Алексей Перегудов. The Institute for the Biology of Aging is already supporting some very important biology research. Кстати, Институт биологии и старения уже поддерживает очень важные биологические исследования на эту тему. In my country, the United Kingdom, there is now an affiliate organization of the Methuselah Foundation. Сейчас в моей стране, Великобритании, есть аффилированная организация, то есть как подразделение фонда Мафусаила. It is called the Biogerontology Research Foundation. Этот фонд называется Фонд биогеронтологических исследований. And another person here in the audience, Alex Zavaronkov, is a director of that charity. И директором этого благотворительного фонда является присутствующий здесь Алекс Жаров. Finally, there is a new initiative called the Lifestar Initiative. Есть еще одна инициатива, последняя, которую я хотела упомянуть, она называется Lifestar Initiative. Which is being organized by some Americans. Она организована некоторыми американцами. But which is going to be a global operation aimed at coordinating many governmental efforts to defeat aging. Но эта инициатива, она на самом деле трансграничная, потому что в ее рамках будут координироваться действия многих организмов и организаций разных стран
в том числе по привлечению государственного внимания к проблемам старения. So this makes me very happy that there are so many organizations now helping with this extremely important effort. И вы знаете, очень приятно осознавать, насколько много уже существует организаций, которые помогают в этой непростой, но очень важной работе. Finally, I want to end by saying that there is a book which I wrote that discusses the scientific concepts I have told you about today in much more detail. И последнее, что я хотела сказать, то, что я написала книгу, в которой обсуждаются более подробно все те концепции, которые я вам сегодня изложила. And this book has just been translated into Russian. Эта книга только что была как раз переведена на русский язык. And I want to thank the Institute for the Biology of Aging for coordinating that translation. И мне хотелось бы поблагодарить за координацию перевода этой книги Институт биологии старения. I don't actually have the latest information about the status of the book. Alexei, do you want to say something about... come up. Может быть, Алексей нам скажет сейчас о том, как обстоит дело с публикацией этой книги на русском языке. Книга закончена печатать в типографии, и, я надеюсь, на следующей неделе она должна появиться у нас в институте и в некоторых сетевых магазинах. Have you finished? I think so. Yep. Да, закончили. Благодарим нашего гостя. Сейчас мы... And on the other side are some questions. Done all that. I've done all that. Сейчас мы с вами переходим And к those are a couple вопросам. of questions. У нас не так много времени, поэтому концентрированно, пожалуйста. Если бы не боитесь выжить пальцевый способ для обеспечения нормальной жизни в таком количестве населения. Спасибо. Мне кажется, однозначно очень важно рассмотреть эти вопросы. However, it is also very important to consider what we will be gaining by defeating aging. Но при этом также важно рассмотреть те преимущества, которые мы получим, когда нам удастся побороть старение. We should make a comparison with what happened 150 years ago when we discovered that hygiene could save lives. Это можно сравнить с тем, что произошло 150 лет назад, когда было открыто и введено в обращение само понятие гигиены, когда мы поняли, что гигиена простая может спасать жизни. At that time, it was mainly the lives of babies that we were saving, and now it will be the lives of old people. Тогда это помогло спасти жизнь младенцам. Сейчас мы будем говорить о том, как спасти жизнь людям пожилого возраста. But I think we can all agree that old people are people too. They deserve to be given health just like young people. Но я думаю, мы все с вами согласны с тем, что люди пожилого возраста это все равно люди, они заслуживают жить здорово и счастливо, так же как и молодые. And when we discovered that we could save lives by being hygienic, we did it at once. Вы же помните, когда мы поняли, что можно спасать человеческие жизни благодаря элементарной гигиене, мы сразу же уцепились за эту возможность. We did not say, oh dear, everybody is having 10 children, they will all survive and have more children and there will be terrible overpopulation, let's not do it. Вы знаете, тогда же никто не стал кричать, да вы что, зачем у каждого по 10 детей, если они все будут жить, да как же мы их потом накормим? We knew that the first priority was to save lives and to cope with the consequences as best we could. Мы знали, что основной приоритет спасать жизни, а с последствиями того, что столько жизней спасено, справляться уже по ходу, что называется. So in this case, maybe there will be a problem of overpopulation which we will have to tackle. В случае продления жизни человека на много лет, конечно, может возникнуть проблема с перенаселением, с которой нам придется справиться. Maybe there will not be a problem. Maybe the birth rate will come down naturally just as quickly as the death rate. Но проблемы может и не быть, ведь рождаемость может сокращаться теми же темпами, естественно, как будет расти долголетие. But we don't need to know whether that will happen or not. Either way, it is still essential to defeat aging as soon as possible in order to save lives. Но я думаю, что это не приоритетно. Нам сейчас не надо заниматься выяснением того, что делать, если столько людей будет жить долго, счастливо, в добром здравии. Нам надо прежде всего посмотреть, что мы можем сделать для того, чтобы спасать жизни, помогать людям жить в добром здравии. Курчатова, Москва. Но прежде всего я хочу поблагодарить за очень содержательную лекцию и за исключительно ясное изложение.
Мой вопрос. Из исторических, библейских документов вроде бы известно, что в очень далеком прошлом некоторые люди жили по несколько сот лет. 200, 300, 400 или даже 500. Это научно. Можно ли как-нибудь подтвердить и объяснить? Нет, я не знаю, правда ли то, что люди жили столько лет, как говорится в Библии, и я также не знаю, как они могли так долго жить. But I do know that those people are not here today to be studied. Все, что я знаю, то, что среди вас здесь сегодня и вообще сегодня этих людей нету, поэтому нам некого изучать для того, чтобы понять. So if we want to combat aging starting from now, поэтому если мы хотим побороть старение, начиная с сегодняшнего момента, then we must do it by looking at what evidence we have available to us today. то нам надо изучать те данные, те свидетельства, которые мы имеем сегодня на руках. Спасибо. Вот люди до сих пор меняют машины, связано это с тем еще, что очень часто гораздо дешевле купить новую, нежели заменять в ней старые детали. Насколько будет доступна новые технологии оздоровления? Итак, о мышах вначале. Могу сказать, что мировой рекорд мыши долгожительницы побил 5 лет. На самом деле это 2 раза дольше, чем естественный срок жизни обычных мышей. The second answer, yes, these therapies will probably be quite expensive. Второй ответ на ваш вопрос. Да, эти терапии омоложения, возможно, будут не дешевыми. But from the point of view of any country, they will also be extremely valuable. Но с точки зрения любого государства они будут бесконечно ценными. Because at the moment, it is very, very expensive to keep old people alive when they are sick and frail. Потому что вы знаете, что государствам стоит очень больших денег поддерживать в жизни людей в преклонном возрасте, когда у них уже большой букет болезней, и они очень дряхлые. And if we can help people not to become sick, then they will continue to contribute wealth to the country. И, естественно, государство в этом заинтересовано, потому что если нам удастся продлить трудоспособный возраст человека, трудоспособную жизнь человека, когда человек не будет болеть, а сможет вносить свой вклад в развитие экономики своей страны, естественно, страна за это будет очень благодарна. So it will be economically profitable for the country to give this therapy to everybody, even if they have no money to pay for it. Поэтому с экономической точки зрения любой стране будет очень выгодно предоставлять эту терапию любому, даже если человек не имеет на нее денег. That's why I'm sure that we will not have a problem of restriction of access to these therapies because of the expense. Поэтому я уверен, что у нас не будет проблем с обеспечением всеобщего доступа к этой терапии из-за того, что она дорогостоящая. Вот, поскольку, значит, вот в организме существуют противоположные процессы, которые постоянно корректируют эти вещи, то есть значит, молекулярному загрязнению противостоит естественные механизмы очистки, вот, а молекулярному повреждению противостоит, естественно, постоянный процесс регенерации и репарации. Вот, значит, вопрос в том, что вот существующие видовые лидеры в продолжительности жизни на нашей планете, ну, например, сосна 4000 лет, вот в чем заключается вот именно в этих параметрах особенность метаболизма долгоживущих видов по сравнению с человеком? Вполне возможно, что нам удастся получить интересную информацию о том, как побороть старение, если мы посмотрим на то, как в данном случае происходит этот механизм о тех особей растительных или животных, которые живут очень долгие годы. But actually, I think that probably won't happen. Но я думаю, что это, скорее всего, не произойдет. I think that most of the reasons why some species live a very long time cannot be translated to humans. Почему? Потому что мне кажется, что некоторые из тех механизмов, благодаря которым живут тысячи лет там растения долгожители или
особи долгожителей, их нельзя, эти механизмы, транслировать на человеческий организм. For example, trees do not have brains. Потому что у деревьев, если взять деревья, у них нет мозга. And it's very likely that if trees did have brains, they would not live so long. И вполне вероятно, что если бы у деревьев были мозги, они бы так долго и не жили. So I would like not to get sick, but I am very fond of my brain. Мне, конечно, болеть не хотелось бы, но мне и мозг мой дорог. So I need to find another way to not get sick. Значит, придется искать другой способ не болеть. Спасибо. Верите ли вы, что многие таоисты жили более 140 лет? И если да, не хотели бы вы изучить это древнее знание для того, чтобы выиграть время перед тем, как появится новая технология? I do think that Eastern medicine has a lot to tell us about how to make the most of Western medicine. The two things can work together. Прежде всего хочу сказать, что западной медицине стоит еще очень многому поучиться о медицине Востока. И западная и восточная медицина, они могут прекрасно взаимодополнять друг друга. However, second answer, no, I do not believe that there are many people living more than 140 years already. Но, во-вторых, хочу сказать, что я не верю все-таки в то, что многим людям уже удалось прожить более 140 лет. This is because people have done careful research into the records of the longevity of many people who have claimed to live a long, long time. Почему? Потому что документировались те случаи, когда люди заявляли, что они прожили на Земле много лет. And it is always discovered that there was some confusion or deception involved in the estimate of longevity. И вы знаете, в каждом случае оказывалось, что когда человек утверждал, что он прожил столько-то лет, обычно мы имели дело либо с каким-то обманом, либо с какой-то путаницей в датах. However, third answer, maybe I am wrong. Maybe some people really have lived as long as that. И третий ответ, может быть, я и ошибаюсь, может быть, кто-то и прожил столько лет. And if that can be shown to be true, then absolutely I would be very interested in any understanding of how they did it. И если это можно выяснить, доказать, я буду более чем рад поучиться, узнать, как это так им удалось так долго прожить. В инженерном подходе вы сравниваете человека с автомобилем, но между ними принципиальная разница. Если автомобиль неподвижно простоит в гараже длительное время, несколько лет, он не состарится, а на человека длительная неподвижность влияет крайне отрицательно. Так перспективен ли инженерный подход? Okay, so in the engineering approach, you compare a human being with an automobile, but between them there is a fundamental difference. If a car stands still in the garage for a long time, for a few years, it will not age. While a person, if the person is doesn't move for a long time, for instance, that will be very negative. So do you think it's promising, this engineering approach? Okay, this is an important question. Это очень важный вопрос. The analogy between the human body and simple man-made machines needs to be analyzed carefully. И очень осторожно надо подходить к анализу этой аналогии между человеческим телом, человеческим организмом и простейшими машинами, созданными человеком. It is true that cars do not age so rapidly if they are not used as they do when they are used. Это верно. Машины действительно не так быстро стареют, если они стоят без движения, чем когда они находятся в постоянном движении. Whereas for the human body, activity is an important part of making aging a little bit slower. В то время как в человеческом организме все даже наоборот можно сказать, потому что чем активнее человек, тем активнее он задерживает, отсрачивает свое старение. However, that is not a particularly fundamental difference. Но разница на самом деле не такая уж принципиально фундаментальная. For example, many machines, computers especially,
tend to go wrong mostly at the time that they are turned on or turned off. Ну и потом, если взять те же машины, возьмем компьютеры, например, они очень часто ломаются, когда? В момент включения или выключения, а не в то время, когда они работают. It's the same for light bulbs. Light bulbs. То же самое с электролампочками. So the best way to keep a light bulb lasting a long time is actually never to turn it on or off, but always on. Поэтому получается, что самый лучший способ продления срока службы электролампочки – это просто не включать, выключать ее постоянно, а просто держать ее постоянно включенной. Лампочка – это не машина. But a light bulb is not a machine. It doesn't have any moving parts in it. If you don't want to call a light bulb a machine, then just use the computer analogy instead. However, Если вам не нравится аналогия с электролампочкой, возьмем аналогию с компьютером. However, also, if we go back to cars, the cars that I was talking about in my talk, that are 50 years old when they were only designed to be 15 years old, are still being used just as much as any new car. Но вернемся к тем автомобилям, которые я вам показывала на фотографиях в моем выступлении. Эти автомобили, они созданы со сроком службы 15 лет. При этом они 50 лет на колесах, хотя они совсем на это не были рассчитаны, а работают как новенькие. So, as with any analogy, it is important not to get too hung up on the details. Поэтому, когда мы проводим какие-то аналогии, везде и всегда важно помнить, что не надо слишком цепляться к деталям. У меня практический вопрос. После того, как вы закончите с мышами, вам понадобятся люди-добровольцы. Где можно записаться? You're not the first person to ask that question. Вы не первый задали этот вопрос. The good news is that you probably won't need to be the first volunteer. И, что хорошо и приятно сообщить вам, то, что, возможно, вам и не придется быть первым добровольцем. Of course, these therapies will be very experimental when they are first developed. Естественно, как только будут разработаны эти терапии, они будут испытываться, но очень экспериментально, то есть это будет очень сырой вариант, который надо будет испытывать. But luckily, each of these therapies will be useful for particular diseases as well as for aging. Но, к счастью, когда эти терапии появятся, они будут эффективно воздействовать не только на процесс старения, но и на определенные заболевания. And they will be used on those diseases before they are used on aging, so they will be safe by the time that they are used on aging. Поэтому вначале эти терапии будут использоваться для лечения заболеваний. И только потом, к тому моменту, когда эти терапии будут уже в процессе лечения заболеваний совершенствоваться и доводиться до идеала, они станут использоваться как терапия омоложения. Поэтому к тому моменту, когда их будут использовать как терапию омоложения, они будут уже достаточно безопасными и надежными. Вопрос такой, то есть раньше, например, в подобные времена была такая ситуация, что электромагнитное поле было другое. А вопрос заключается в чем? Что не проще начать не с конца лечить повреждения, а с самого начала, именно восстановить ту обстановку среду, в которой жили люди раньше. We may have had differences in our biology a long time ago because of differences in magnetic field. Yes. Совершенно верно. Могли быть определенные отличия в биологии человека из-за отличия биологического поля сейчас и годы назад. But today there are different magnetic fields in different parts of the world. Но сейчас в разных частях мира тоже разные магнитные поля. And also many experiments have been done using animals in different magnetic fields. Кроме того, в экспериментах тоже часто используются то есть эксперименты часто проводятся на животных, которые помещаются в разные магнитные поля. And there has not been very much effect on these experiments on aging. И поверьте, то, что животные помещаются в разные магнитные поля, на старение, на процессы старения особо не повлияло. But most importantly, the types of damage that are involved in aging are exactly the same. Но что самое важное в целях нашего исследования, это то, что повреждения, которые образовывались в процессе старения этих мышей и других животных,
независимо от магнитного поля, были одними и теми же. The only difference may be in the rate at which these various types of damage are created. Единственная разница может заключаться в том, с какой скоростью образуются и накапливаются эти повреждения. And if we have therapies that can remove these types of damage, И если у нас будут терапии, которые позволят устранить все эти виды повреждений, then small differences in the rate at which the damage is created do not matter at all. тогда уже будет неважна та небольшая разница в скорости образования этих повреждений. Да. Итак, второй вопрос. Известен термин «здоровый образ жизни». Как вы к нему относитесь? Что вы под ним понимаете? И важна ли для человека борьба с гиподинамией? Okay, the question is, there is a set term, healthy lifestyle. What do you think of it? What do you understand by healthy lifestyle? And do you think for a human being it's important to fight hypodynamia? Hyper what? Hypodynamia means when a person doesn't move too much. Okay. So healthy lifestyle is certainly at the moment a very important part of making sure that you live a long time. В данный момент, естественно, очень важно соблюдать здоровый образ жизни, если вы хотите жить дольше. So this is bad news for everyone in the audience who smokes. Поэтому это плохая новость для всех курильщиков в нашем зале. Here's the good news for everyone in the audience who smokes. А вот хорошая новость для тех же курильщиков. When we get these therapies, it will be just like the possibility of magnetic fields being bad for you. Когда у нас будут эти терапии, то это то же самое, как возможность влияния различных магнитных полей на образование повреждений. Lifestyles that are currently unhealthy will no longer be so harmful as they are today. Потому что когда у нас будут эти терапии, тот образ жизни, который на сегодняшний момент считается является вредным для нашего организма, в будущем уже таким вредным не будет. But for the moment, absolutely, don't smoke, don't get overweight, and don't drink too much. Но сейчас, на сегодняшний момент, пока этих терапий нет, могу точно сказать, не курите, не ешьте слишком много и не пейте. Не пейте. Don't drink at all or too much? Too much. Не пейте слишком много. Don't drink too much of what? Don't drink any methanol. Метанол не пейте. Значит, вот квантовая генетика и волновая генетика развивает классическую генетику. И почему бы вам не использовать, так сказать, новые данные, которые получены в рамках волновой генетики? В частности, они заключаются в том, что нам удалось передать генетическую информацию на расстоянии, регенерировать поджелудочную железу. То есть мы рассматриваем процесс старения как тотальную регенерацию. Так вот, мы используем принципы, которые ранее были неизвестны. Почему бы вам не использовать эти принципы, которые сейчас уже опубликованы и развиты, и так сказать, достаточно обоснованы экспериментально и теоретически, в том числе и физико-математическими моделями? Если я правильно понимаю ваш вопрос, вы спрашиваете меня, почему я не использую или не обращаю внимания на уже доказанные и опробованные жизнью подходы к продлению жизни. There is a simple answer. The only reason I am not researching those approaches is because there are people like you who are researching those approaches. Первая простая причина — не отнимать хлеб у тех, кто этим уже занимается, кто это разработал, люди такие, как вы, потому что эти подходы существуют уже. So I can make more of a difference. I can make more of a difference by working in areas that are currently being neglected. Поэтому я думаю, ценнее будет, если я буду работать в тех областях над разработкой этих подходов, которых еще не развивается ничего. And which could go together with approaches that people like you are researching to get a much better overall result. И те подходы, над которыми работаю я, они могут быть дополнять друг друга с теми подходами, которые разрабатывают в вашей области, для того, чтобы результат, совместный результат применения подходов был еще лучше. Вопрос есть еще? We done? Да. Еще один вопрос. Организм человека обладает восстановительными способностями в борьбе с повреждениями.
Какими путями развивается наука для развития этих способностей? So, a human body has special recovery mechanisms which can fight these damages. So the body itself can fight these damages. What is the science doing now to develop these human intrinsic capabilities of fighting damages, which are inherent of human body? To develop those things? You mean Yes. to improve them or what? Sort of. Yes, to improve the inherent human capabilities to fight the damages. So the research that I have talked about really is exactly the research that the question is asking about. Те исследования, о которых я говорила, это как раз те исследования, у которых задан этот вопрос. It is absolutely correct that the body produces many types of damage that are also of the same types that I discussed in my talk. И совершенно верно, само тело, оно, то есть в нем образуются повреждения, которые именно являются теми повреждениями, которые я перечисляла в своем выступлении. For example, there are many cases where cells spontaneously die, but they are already automatically replaced by the division of other cells. Есть много случаев, когда происходит спонтанная смерть клеток, но при этом они автоматически, немедленно замещаются новыми клетками, образующимися в процессе деления клеток. So really, all of the therapies that I am describing are simply extensions of mechanisms that already exist in the body, but which are incomplete. Поэтому все те терапии, над которыми я работаю, это как бы продолжение, дополнение, развитие тех естественных механизмов нашего организма, которые существуют, но, может быть, пока еще недоразвиты. Вопрос устный, один короткий. Большое спасибо за интересное выступление. Есть такой вопрос. Правда, в теории о том, что старение и ряд болезней являются, так сказать, определенной программой, а его придерживаются многие ученые, они отметили, что при преодолении одного механизма апоптоза клетки включается как бы другой, то есть как бы программа идет Another program may be triggered. Didn't you come across this in your research? Yeah. So actually, there are not many scientists who think that aging is programmed. На самом деле, не очень-то многие ученые считают, что старение, оно запрограммировано. Almost all people who study the biology of aging agree that aging is not programmed. It is the result of the lack of a program. И практически все, кто занимается проблемами биологии старения, соглашаются с тем, что старение, оно не запрограммировано, оно скорее происходит по причине отсутствия должного программирования. However, what you say is still partly true. Но то, что вы говорите, тем не менее, частично верно. When we fix all of the types of damage that we know about, there will probably be some more types of damage that we will discover. Вполне возможно, что когда нам удастся покончить, то есть исправить те повреждения человеческого организма, которые нам известны, мы можем натолкнуться на какие-то повреждения, о которых мы пока еще ничего не знаем. But the good news is Но здесь есть и хорошая новость. That those new types of damage will not kill us until we have become quite a bit older than we are able to do today. Но хорошая новость заключается в том, что эти новые виды повреждений, которые, может быть, нам доведется открыть, они нас не убьют. По крайней мере, до того момента, пока мы не станем старше, а когда мы станем старше, уже будут и другие технологии и больше знаний. We know that because if those other types of damage were already important by the age that we reach today, we would already know about them. Почему я об этом говорю? Потому что если существуют теоретически еще другие повреждения, о которых нам ничего неизвестно, это значит, что они уже должны присутствовать в нашем организме на сегодняшний момент. Это сказывалось бы на организме, и значит, что мы все равно о них знали. So there will be a process of discovering and fixing new types of damage all the time. Это значит, что постоянно должен происходить процесс выявления новых видов повреждений, и как только мы выявляем, мы тут же ищем механизм, как это повреждение исправить.
And that's exactly what I was explaining when I was talking about longevity escape velocity. Это именно то, о чем я и говорил, когда я говорил о скорости убегания. Некоторые ученые, которые работают в рамках программы Обри, в рамках программы SENSE, работают с модельными организмами, такими как мушки и черви. И на этих организмах очень ярко видна работа стратегии Обри. Можно ли рассказать немного о результатах, полученных на мушках и червях? Well, actually, the results that have been achieved with flies and worms are not quite so optimistic as they may seem at first sight. На самом деле я должен заметить, что те результаты, которые мы получили в исследованиях на мушках и червях, не так оптимистичны, как они могут на первый взгляд показаться. Some researchers have found ways to extend the longevity of flies and worms by a large factor, even as much as a factor of 10. Некоторым ученым удалось продлить срок жизни мушек и червей в несколько раз, причем много раз, до 10 раз. But I do not think that the methods which were able to do that will work in humans. Но я не думаю, что те методы, которые позволили продлить жизнь мушкам и червям в 10 раз, совершенно применимы к людям. For that reason, I think that it is more important to focus on organisms which are more similar to humans, such as mice. Поэтому я считаю, что мы должны концентрировать наше внимание на исследованиях на тех живых организмах, которые ближе к человеческому, то есть мыши. Also, it is much easier to develop strategies such as cell therapies Кроме того, намного важнее и проще разрабатывать такие стратегии, как клеточная терапия, например. in mice rather than flies or worms, because mice are bigger and also because their bodies work in the same way as ours. Почему клеточную терапию лучше испытывать и опробовать на мышах, а не мушках и червях? Потому что мыши просто крупнее чисто физически, и потом их организм функционирует очень подобно нашему. Спасибо. Дорогие друзья, наше время истекло. Я знаю, что у вас осталось много вопросов. Давайте зададим вопрос Обри. Обри, готовы ли вы ответить на те вопросы, которые звучали в дистанционном режиме? И если да, то на какой адрес посылать вам вопрос? Yes, I will certainly be happy to do that. Конечно, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. And my email address is right there. Запишите мой email-адрес, пожалуйста. Дорогие друзья, используйте эту чудесную возможность. Поговорить лично по электрической почте. Спасибо вам. Друзья, давайте еще раз благодарим за прекрасное лекцию.